Представители знака зодиака Девы. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, лето 2023 года. Судьбоносный поворот или судьбоносные события. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но мы размышляем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Вот давайте мы, коль заявлено, про судьбоносный поворот или события, что по мнению карт, это у нас второй иллюминатов колода, что по мнению карт будет важно или в течение лета, может быть, как на первое место, на первый план выйдет, именно послужит каким-то судьбоносным переменам, а может быть, все будет спокойно и по вашему плану, так как вы этого хотите. Вот давайте узнаем до нашего расклада. Что же это? Ну, самое главное, в себе не сомневаться. Знаете, иногда это из-за усталости бывает, когда мы начинаем, ну, буквально копаться в прошлом. Или глубокую философию на мелком месте начинаем себе устраивать. Так человек устроен, наверное, да? Когда у нас что-то не получается вот так, с реванша какого-то обустроить, взять, сделать, решить. Мы начинаем вспоминать именно ту ситуацию, которая была со знаком минус в прошлом. Нет бы мы вспомнили что-то со знаком плюс. Да, действительно, так психика человека устроена, что мы, а вот как будто нам что-то напоминает. А помнишь, там у тебя чего-то не получилось? Так вот, это не имеет никакого значения, что было в прошлом. И карта дает нам один только совет: не мешай себе какими-то неправильными мыслями, не программируй себя на то, чего никогда уже не будет. Вот ваша карта. И значит, это стабильность. У вас, в принципе, все стабильно. Дайте я достану сразу еще одну. Смотрите, чтобы не... Это у нас старший аркан справедливости. Чтобы не было вот каких-то таких мутно непонятных мыслей и настроения минусового. Самое главное, первое, мы поступаем по закону, мы поступаем по традициям, может быть, в той местности, где вы проживаете. Мы не нарушаем каких-то регулировок, правил, может быть, еще то, что принято, да, можно и так сказать. И в целом эмоциональное равновесие, вот весы, это как раз про эту карту говорят. Это будет основа нашего благополучия, вот, и всех наших успешных планов, их реализации. И мы должны быть готовы от чего-то отказаться, чтобы, может быть, если по этой карте мы иногда еще пытаемся, мало что из-за усталости мы можем окунуться в эти эмоции, а может быть, есть то, с чем мы не хотим прощаться. Или мы думаем, что это принадлежит уже по праву нам. А это самое, ведь тут из любой области жизни может быть, и у каждого как-то по-своему. Есть какой-то фактор, который словно пытается уйти из нашей жизни. Или что-то уже потеряло какой-то интерес, смысл. Но мы к этому привыкли. И мы не можем сами добровольно от чего-то отказаться, увидеть какую-то реальность. Вот что есть по факту. Мы должны быть честны сами с собой. И в центре выпадает ваша карта, вы знаете, стабильное лето, в принципе, когда то, что вы запланировали, вы можете осуществить, когда будет порядок с деньгами, когда мы можем вот этот самый райский сад, среди которого восседает королева Пентаклей, мы можем его построить. Создать этот порядок, мои дорогие девы, из хаоса. Это по вашей части проигрывается лучше, чем в одном из знаков. И все у нас ведь, в принципе, хорошо. Но, значит, есть то, что мы, может быть, не хотели бы чему-то или кому-то сказать прощать. А тут как будто все равно пространство нам говорит, ну, сколько не удерживай, чему суждено, того мы не минуем. Но себя где-то разрушать мы не должны. Мы должны именно строить свое благополучие. И вопросы, в принципе, вашего благополучия будут наиболее актуальны в течение лета. И какие-то ваши далеко идущие планы. Карта нам также говорит уделить внимание самому себе, уделить внимание собственному здоровью, имиджу. И не потому, что со здоровьем проблемы. Нет, имеется в виду профилактика, потому что вопросы здоровья сами по себе для королевы Пентаклей важны. У нее должно быть достаточно сил, чтобы осуществить какой-то проект. Ведь королева Пентаклей надеется сама на себя. И поэтому честным быть как самим собой или самой собой – это основа всего.
Но сам по себе очень благоприятно, благополучный период. Что бы вы тут ни задумывали. Или это будет получение новой должности, или это будет просто ваша обычная реализация где-то по плану. И даже если какие-то шероховатости у нас появляются на пути, это не повод думать, что у нас не получится осуществить тот план, который мы наметили. Помните, наверное, что даже если мы говорим по королеве Пентакли, умеет создать из хаоса порядок, даже если вокруг вас какая-то мутно непонятная обстановка, если мы правильно оцениваем ситуацию, значит и порядок отстроим тот, который нужен нам. Давайте мы достанем по одной карте на месяц и посмотрим энергии месяца. Каждого. Июнь будет первая карта, июль и август. И на второй колоде Таро Висконти Сфорца по основным сферам жизни мы тоже посмотрим, какова энергетика на этот месяц. И первая карта у нас будет так и называться: дела, работа, бизнес. Что у нас по финансам? Хотя королева Пентаклей выпала, с финансами будет порядок. Она не говорит, эта карта, что их будет через край. Но то, что все хорошо, стабильно, это точно. И личная жизнь. Июль. То же самое повторим. Дела, работа, бизнес. Каковы финансы? И что у нас в личной жизни? И август. Дела, работа, бизнес. Деньги. И что в личной жизни? Давайте будем смотреть, что нам июнь. А вот так, кубок. У кого-то личная жизнь, вопросы личной жизни или личного счастья, предложение руки и сердца. Или что-то вы тут самореализуетесь каким-то образом. Может быть, по части ваших амбиций, но вы останетесь довольны. Кубок и через край амброзия. Поэтому тут, знаете, полнота именно эмоций от того, что что-то получилось. Либо одно очень хорошо, и оно каким-то образом цепляет все остальные сферы вашей жизни, когда мы в целом остаемся довольны. Или когда мы можем еще чему-то радоваться. Сам по себе благополучный месяц. Сам по себе месяц удовольствий где-то, приятных событий, может быть, комплиментов, может быть, подарков, или словно пространство вам какую-то возможность, может быть, подарит, мои дорогие. Здорово! Давайте посмотрим. Энергетика замечательная. Дела, работа, бизнес. Нам снова кубки. Но кто знает. Может быть, у вас какой-то вопрос будет стоять именно из личной жизни на повестке дня, и вы будете оформлять какие-то документы, ведь это у нас рыцарь кубков. Это буквально может быть какое-то предложение. Душевное, именно любовное предложение. Или, опять же, хорошее настроение, когда мы вот так вот решаем все вопросы и остаемся довольны. Что-то доброе, хорошее, по-настоящему надежное в июне месяце должно решиться и, может быть, по документам, или на вашей работе, или, опять же, какие-то возможности, какой-то шанс, или какая-то поездка, или к вам кто-то приедет, и тоже жизнь заиграет новыми красками. Но все-таки это у нас на работу, на дела, и значит, что бы мы тут ни наметили, как будто нам без какого-то душевного надрыва будет удаваться практически все. Мы останемся, самое главное, довольны. Ну и что же тут по финансам? Да и как будто по финансам, вот смотрите, это ведь у нас старший аркан страшного суда, когда избавление от боли, избавление от страданий, очень добрая карта, карта возрождения, есть даже смысл такое омоложение, кто знает, может быть, кто-то из вас надумает какие-то манипуляции, ну, хотя это на деньги, но это может пересекаться с деньгами. Но будем говорить про финансы так отдельно. И если какие-то деньги у вас словно задерживались за предыдущий период, вот здесь мы все получаем. И к нам приходит именно как наше признание, может быть, какой-то нашей заслуги, или мы сделали кому-то
оказали, может быть, помощь или что-то хорошее мы совершили, а нам это придет в каком-то денежном эквиваленте, или как-то вас захотят тут выделить, может быть, из коллектива, или это ваш бизнес каким-то образом так развернется, что вы останетесь более чем довольны. Но тут именно есть момент, когда мы получаем то, что мы заслужили, и, знаете, как будто подведя итог, устремляемся вперед. Обновление момент будет в июне. Как наших желаний, так и наших возможностей и финансов тоже. Давайте в личной жизни посмотрим. Еще один старший аркан. Я так думаю, что многие смогут выйти из какого-то тупикового положения. И если по финансам, вот я сказала, прежде мы деньги не получали, то, скорее всего, мы их получим. Но не финансы все-таки для вас будут на первом месте, есть какие-то приятные эмоции. И я бы, знаете, что сказала? Вы можете, или кто-то из вас, на какой-то момент забыть даже именно какой-то денежный вопрос. Потому что ведь старший аркан повешенного – это у нас что? Отрыв от материи. И вот в личной жизни вас может словно захватить какое-то чувство очень сильное, когда деньги не на первом месте, это точно. Или когда у вас возникнет такая возможность порешать много вопросов именно тоже по личной жизни. Деньги как будто будут, но не это сейчас главное, а что-то более важное стоит на пороге июня для вас, мои дорогие девы. Или окончательно с чем-то разобраться, или, может быть, в личной жизни была какая-то пауза, у кого-то, может быть, было недопонимание, или вопросы, когда, может быть, вы были на расстоянии со своим партнером. Такое ведь может быть, у нас все-таки рыцарь, он перемещается, да, и вот будет встреча, когда вы именно будете вместе, и нам говорят, с финансами не будет проблем, ни с чем не будет проблем, и мы можем не думать где-то о деньгах, на время оторвавшись вот от этой материи. Или если был какой-то тупик, то тут как раз мы подводим какие-то итоги. И если для нас это не актуально, мы просто перевернем эту ситуацию и окажемся в таком положении. Большие возможности на июнь, мои дорогие. И здесь начинает, может быть, что-то меняться, а в итоге меняется вся ваша жизнь. Вот интересный июнь. Хорошо, останетесь довольны. Июль. Ну да, опять про личную жизнь. Ну и не только, безусловно, про деньги опять же тоже. Как будто здесь я уже сказала, не повторяюсь, да, с деньгами порядок, отрыв от материи, потому что есть более какие-то другие вопросы важные, более приятные, более светлые, более перспективные, более радостные. Хотя с деньгами проблем не будет. Мы тут подводим итоги. И вот после итога, пожалуйста, эта карта семейная, но еще и про пентакли, это десятка пентаклей, и это высшее среди старших арканов, октава по деньгам вообще. Поэтому в целом вопросы благополучия, и вот тут вы, наверное, можете вернуться как бы в лоно своих энергий, когда вы создаете порядок, вот как та дама Пентаклей, обустраивать жилище, опять же, осуществлять переезд, съезжаться, может быть, с семьей, если, ну, на разных вы, может быть, полюсах находитесь, или, кто знает, или в разных странах с любимым человеком. У кого-то проиграется переезд, это факт. Или, может быть, встреча с родственниками, встреча с детьми. Все же у каждого своя какая-то ситуация. Ведь у нас тут несколько поколений, да. Но, опять же, эта карта удачи, счастья, радости, когда у нас все под контролем, когда у нас все получается. И здесь мы где-то можем не суетиться, тоже мы расслабленно довольны. И удача у нас здесь и как и в делах, так и в деньгах, так и в личной жизни. Короче говоря, июль, он где-то продолжение июня. И что у нас дела, работа, бизнес, и снова какие-то предложения, новые возможности. У кого-то по работе, а у кого-то из вас вы словно переезжаете, и там новые перспективы открываются. И тоже вас что-то радует, как и документы будут оформляться, или какие-то дела ваши делаться, бизнес будет идти, все как-то своим чередом, опять же, без душевных каких-то
значений со знаком минус, когда мы переживаем. Нет, тут наоборот мы радуемся. Или мы решаем вопросы детей, кстати, у кого-то тоже может проиграться, но решается тогда все благополучно, хорошо, успешно как-то тоже. Все со знаком плюс, мои дорогие. Что по деньгам? А вот по деньгам тут надо быть аккуратным, потому что семерка жезлов это у нас всегда карта как соревнования, какого-то спора, или когда на нас пытаются воздействовать, чтобы мы в чем-то проучаствовали. И карта дает один совет: держись сторонним наблюдателем. Может быть, так хорошо пойдут дела, дай бог, когда просто к вам могут обратиться за помощью, может быть, по части и денег. Все-таки вот у нас позиция на финансы. И по этой карте мы никому денег не даем, а именно позиции стороннего наблюдателя мы должны придерживаться. Нам тут вообще ни в один вопрос как будто включаться не стоит. Мы должны сохранять вот эту десятку пентаклей, вот это благополучие. И как будто не растрачивать, не тиражировать какое-то сохранение. Ведь эта десятка, это последняя карта. И значит еще какие-то будут перемены. И эти деньги нам понадобятся. Нам придется что-то планировать, может быть, впоследствии что-то переигрывать, покупать, как-то, ну, своими делами заниматься. Поэтому мы должны быть на своей волне. В июле это будет важно. И что в личной жизни. Смотрите, еще один старший аркан, и это ваша независимость в первую очередь. Что бы тут ни было, вот в деньгах, если, к примеру, да, мы применим, вы должны оставлять свою собственную независимость. Надо сказать, должны быть еще, мои дорогие девы, на своей волне. О своих каких-то далеко идущих планах мы никому не говорим, вообще никому. И, может быть, даже где-то по части близких мы тут тоже, ну, не открытая книга. Все-таки это карта тайных знаний. Кто-то из вас, ну, кто знает, может быть, эзотерикой заинтересуется. Но чаще ведь это платоническая любовь проходит или искреннее какое-то отношение по этой карте. И когда мы оставляем за собой, знаете, пространство все же для маневра, наша какая-то независимая позиция по всем сферам жизни должна быть сохранена. И если по финансам, значит, какая-то подушка безопасности, заначка буквально, извините, ну как тут скажешь, по-другому, самое понятное слово. Или о себе много не рассказываем, может быть, партнеру, не открываем душу, наши какие-то сомнения или, может быть, какие-то наши прежние истории, они тоже не касаются данного момента. Больше где-то скрытности. И, ну, не открываемся. Это как будто нам послужит хорошую службу. И если нам нужна какая-то информация, то мы можем ее найти. Мы тут как раз можем быть заинтересованы, чтобы даже найти какую-то информацию даже о человеке. Кто знает, может быть, будет много очень... Все же семерка жезлов, да, у нас выпала на деньги. Может быть, вас кто-то будет к чему-то, какому-то, ну, например, союзу, создать бизнес, к примеру, да, или взаимодействовать, давай вложим куда-то деньги, вот такого плана. И поэтому сначала нужно все взвесить. Я бы, или я уже сказала, что мы не вкладываемся как будто. Но тут надо быть вообще очень осторожному, потому что сама по себе семерка жезлов – это какая-то непонятность, когда нет какой-то конкретики и есть только чужой интерес. И поэтому нам придется, как той верховной жрице, может быть, интуитивно где-то прочувствовать собеседника не раз в течение июля, так и контролировать буквально семейный, может быть, бюджет или какие-то расходы. Хотя и говорят, деньги будут. Большие могут быть даже у вас где-то деньги за лето. Но это не значит, что мы их тратим. Тут вообще не о тратах ни разу. Здесь больше на сохранение. Будьте внимательны. Помните, что, наверное, Верховная Жрица, она изучает, если мы говорим, допустим, да, айсберг, так вот она, вот ту часть как раз, которая скрыта под водой, и значит, и мы что-то можем вот такое собирать информацию или пытаться что-то понять такое. Но есть момент все-таки, ну, недоверия, я бы сказала. Поэтому немножко на своей волне, повторяюсь. Август. Опять деньги есть.
шестерка у нас. А 6 это всегда победа. А шестерка Пентаклей у нас, кстати, карта спонсора. И опять нам говорят, что деньгами мы не тратимся. Помни, рука дающего может завтра превратиться в руку просящего. Значит, будут у вас какие-то, ну, как минимум один проект или желающие вас к чему-то склонить или предложить вам какой-то вау-бизнес или какое-то совместное действо и будут обрисовывать в каких-то невероятно фантастических, удачных формах, а вам придется быть очень, вот как эта жрица, хладнокровно внимательному, уметь все анализировать, где-то слушать и собственную интуицию, ну и собственную мудрость тоже. А у кого-то еще, это если вы вообще бизнесом занимаетесь, это удачное время для каких-то вложений, получения прибыли. Это есть уже какая-то финансовая победа, или деньги к нам приходят в августе месяце. Дела, работа, бизнес. Двойка кубков, карта искренности, карта любви, но не страсти. Посмотрите, у вас на все дела, работу, бизнес одни кубковые карты. Вы остаетесь довольны, правда? Летним периодом, мои дорогие, у вас действительно все под контролем. И те первые 3 карты, которые мы достали, не сомневайтесь в себе и не мешайте себе, но действуйте по закону. И вот теперь-то вот этот расклад я вижу, что действительно могут быть скользкие какие-то предложения, которых мы должны избегать. Мы должны доверять только тому, что надежно, тому, что искренне, и людям, которые проверены, искренне, понимаете, для вас это будет дважды важно и актуально. И мы тоже остаемся довольны. Что у нас опять же по деньгам? Ну, вообще, туз кубков. У кого-то могут быть деньги из разных источников, у кого-то от вашего партнера. У партнера, может быть, хорошо дела пошли. А может быть, вы организуете семейный бизнес, и для вас он, знаете, может быть очень прибыльным и таким далеко идущим, с какими-то перспективами, которые откроют для вас совершенно новое качество жизни. Абсолютно. Надо ли говорить, что вы останетесь довольны? Есть как благополучие, такое в квадрате, есть и денежный эффект, и эмоциональный тоже в течение лета. Нечего добавить. И вот она, как раз королева мечей. Вообще про образ Юдифи, пусть не в этой колоде. Что это? Это когда мы надеемся сами на себя, это в личной жизни. Мы можем от чего-то отказаться, мы можем тут что-то пересмотреть, мы можем словно что-то отрезать, кому-то сказать «нет», или как-то пересмотреть какие-то прежние договоренности. По этой карте мы не рискуем и надеемся сами на себя. А также предполагается, что мы готовы учиться чему-то новому. Или мы можем буквально к нам, может быть, обратиться человек, который будет просить у нас какого-либо совета. Мы можем поменять свой статус, в принципе, но тут больше тогда это будет касаться дела, работы, бизнес или, опять же, через деньги. Холодная карта, карта холодного расчета и немногословности тоже, как и Верховная Жрица в июле месяце. Вот такие энергии. Посмотрите, в июне ведь я тоже не могу сказать, что вот на личную жизнь выпадает какая-то эйфория. Эйфории нет, и вроде бы есть радость. Вы очень будете прозорливы и внимательны, очень где-то пунктуальны. Может быть, и отчасти недоверчивы, хотя чувства, безусловно, захватит. Останетесь вы довольны, сами по себе чувства будут приятны и искренне. Вы это прочувствуете наверняка. Но есть и момент тот, когда вы будете что-то просчитывать. Или, может быть, кому-то не доверять, мои дорогие девы. И все будет зависеть просто от вашей ситуации. Ну, чтобы подвести итог, лето вы видите сами, да, можно не знать карты Таро, и, в принципе, нам уже говорят, что очень продуктивное время для вас. Поэтому воспользуйтесь, у каждого же своя какая-то будет ситуация, воспользуйтесь всеми возможностями, которые вам дарит Вселенная. И будьте счастливы, мои дорогие.